в запасе есть неделя доехать до Торонто, до дома. Вы знаете, я все-таки понял, что я так люблю в Аризоне. Ее девственность, ее нетронутость, особенно после вчерашнего дня, я вообще не знал, если я смогу продолжать путешествие. Сейчас я нахожусь в резервации индейцев племени Апачи. Да, по таким дорогам, конечно, без эквипа ехать опасно. А эквип одевать в 30 градусов тоже не хочется. Шорты, кеды и майка. Там, в самом низу, я только что переехал. Через этот перевал. О, сейчас самую красивую пещеру покажу вам. Видите? На самом-самой высоте, на самом пике горы. Как глаза. Вот так. Сегодня буду отдыхать. Хорошо, когда есть все инструменты. Сейчас будем чинить зеркало. Доброе утро. Проснулся в Аризоне. Спал нормально, спал хорошо, я бы сказал, даже сейчас 7 утра. Но спал я без палатки, потому что очень было жарко, градусов 30 ночью. И в палатке было невозможно. Так что вот, я прям на полу, в спальном мешке с природой. Трогаем, спасибо этому месту. Сейчас едем из этой жары, из пустыни наконец-то. И едем мы я думаю, что Нью-Мексико, в сторону Албакерки. Ехать часов 7. Ну и опять же, сколько хочу, столько и поеду. У меня в запасе есть неделя доехать до Торонто, до дома. И тут где-то около 5000 километров осталось, так что не так много. Честно скажу, жара уже немножко подзатрахала. Вы знаете, я все-таки понял, что я так люблю в Аризоне. Ее девственность, ее нетронутость. Тот факт, что до сих пор живут индейцы везде и живут как бы не сильно смешавшись свою жизнь с индустриализацией, которая так задела всех нас. Просто без электричества, в будках своих там, в юртах, не знаю, в вигвамах. Просто живут. Каждый раз сюда приезжаю именно получить это спокойствие. Вот сейчас я немножко проехался по Аризоне, часик там, я не знаю, может быть, пару часиков, это не важно. И уже себя ощущаю немножко возвышенным, отдохнувшим. Особенно после вчерашнего дня я вообще не знал, если я смогу продолжать путешествие. Потому что все на характере. Вчера ехал я часов 8-9, и из них, наверное, часов 7 на характере. И погода... Солнце палящее, нужно было из себя последнее вытягивать и доехать. 2 раза мотоцикл опрокинул, в песке вылетел, песок залетел, мотоцикл закопал. А так как еду без эквипа, без всего, такая жара, так я только в майке, в шортах и в кедах. Само собой, вылетать из мотоцикла — это немножко неприятное ощущение. Особенно, когда все сгоревшее тело. И протирается песок. Слава богу, что песок, а асфальт было бы хуже. Так вот, после вспоминаю вчерашний день, и все как бы на характере, через себя, через силу. Надо, но доехал, сделал, все. Так вот, после такого дня я вечером сидел, у меня болели все мышцы, все болело. Еще и простуда какая-то откуда-то, я не понимаю, и все это вместе, и чувствовал себя так не очень. Думаю, может быть, остановить трип, поехать в Феникс и улететь домой. Не тут-то было. Вот я уже проезжаю сейчас в Феникс рядом. Мой любимый Феникс. И растут крылья. Опять растут крылья, опять хочется летать, опять хочется жить, хочется ехать, сила есть. Как вы знаете, я с собой вожу 5-литровую банку воды и 5-литровую банку, jerrycan, канистры. 5-литровой воды и 5-литровую бензина на всякий случай. Так вчера я полностью закончил 5-литровую канистру воды. А что значит полностью закончил? Это черная канистра, которая на солнце на 40-градусной жаре целый день стояла. Вода прелая, горячая, но другой нету. И я литров 5 выпил такой воды и, наверное, еще литра 2-3 холодной, когда останавливался, покупал воду. Еще часик-два, и из этой климатической зоны я выйду и войду в другую, и уже будут другие проблемы. Холода, дожди, может быть, даже снега, град. Как обычно все.
Вот слева от меня это известная гора, называется Superstition Mountain. Она действительно, как и название ее говорит, полна всяких чудес. Я оставался там ночевать пару раз. И та энергетика, которая в этой горе, конечно, она превосходит все. Я видел много необъяснимого, скажем так, на этой горе. И прямо у подножия его, вот там вот слева, я останавливался и провел несколько ночей. Сейчас поднимаюсь в горы, горы дают немножко прохлады. Тело благодарит. О, посмотрите слева, просто лютые сопки стоят. Дичь. Дикий вид. «29,5» температура. Первый раз спустились в 20-е числа, наконец-то. Я, конечно, понимаю, что через пару дней я буду жаловаться на холод. Но я никогда не жалуюсь, в смысле, буду говорить, что прохладно. Но сейчас именно эти ощущения очень-очень приятные. Потому что невозможно такую красоту не запечатлеть. Дайте я встану. Смотрите на это. Ландшафт меняется постоянно. Вот орлы летают. Вон пацаны рядом. Это что-то. Это что-то. Смотрите на цвета. Цветовые гаммы от розовых, красных, коричневых, серых, белых, зеленых и даже черных. И все это только горы. Сказка, просто сказка. Ну, я хотел попасть в Майами, так я попал в Майами. Что я могу сказать? Во Флориду я уже не собираюсь ехать. Elevation сейчас 3,5. Мы немножко спустились. Была 5. Это в футах. То есть сейчас где-то 1200 метров. Вон еще байкеры. У него борода больше, чем у меня матрас. Очень-очень много тут байкеров. Это мне всегда приятно видеть. Мои братики, мотобратики. Хочу немножко показать этот город. О, православная церковь. Или, может, католическая, ладно. Тут так строится, что они очень похожи. Ну, убогость, естественно, мы все это видим. Ну, именно такие города я и люблю. Для меня сам Майами — это большая туристическая помойка. Я не люблю Майами. Так же, как и Лос-Анджелес. И... Ну, все большие города я немножко... Не мое. Все, выезжаем. Это еще 4 часа где-то. Сейчас я нахожусь в резервации индейцев племени Апачи. Хочу просто показать, как люди должны жить. Где-то ни электричества, ничего. Просто резервации. Это... Странно, трафика вообще не было, а тут 2 машины одновременно заснять — это вообще редкость. Сейчас переключим в другую сторону. Вот резервация Апачи, индейцев. Потом я еду в резервации Хопи, индейцы племени Хопи, и там уже остаюсь на ночь. Мне сегодня грустно. Я опять одна. Так, а впереди у нас интересная дорога. Как вы видите, нужно сейчас спуститься вниз. Скорее всего, придется сесть, чтобы войти и вписаться. Я найду тебя. Я найду на карте страсти 100 озер и 5 морей. Я одно возьму на счастье, где целуют лебедей. Я найду на карте страсти 100 озер и 5 морей. Смотреть направо сейчас не могу, а вот теперь могу. Ух ты, там еще какая-то река. Это называется Salt River. Соленая река. Ну, наверное, таки да и соленая. Че бы она так называлась? Думаю, еще полчасика вниз по серпантину и спущусь.
температура опять повышается. Ну и понятно. Я был где-то на высоте 2000 метров, 2 километра. Сейчас спускаюсь. Я найду на карте страсти Ё-моё. 100 озер и 5 морей. Я одно возьму на счастье, где целуют лебедей. Я найду на карте страсти 100 озер и 5 морей. Я Да, хочу по таким дорогам, конечно, без иквы поехать опасно. А иквы подевать в 30 градусов тоже не хочется. Шорты, кеды и майка. Лучше не падать. Ну вон, уже почти проехали этот перевал. Перевал Дятлова, блин. Ну, не Дятлова, наверное, а местечкового, Аризонского Дятлова. Да, теперь поднимаемся, перевал прошли. Все. Как это можно передать? Вот там, в самом низу, я только что переехал. Через этот перевал. Вот с той горы. Вот на эту гору. Просто сказка. Пещеры разные. Да не посмотри, везде сказка, везде пещеры. Очень много пещер. Так как тут раньше жили индейцы Хоппи. Вот еще одна пещера. О, сейчас самую красивую пещеру покажу вам. Видите? На самом-самой высоте, на самом пике горы, как глаза. Даже уши закладывает. Ну, это, конечно, неимоверное, но опасно очень, как видите, очень много мемориалов напоминает. Напоминает, что нужно ехать аккуратно. Так много красивого, что даже батарейка садится уже на камере. Это нормально. Зато будет много хороших фильмов. Ну, как вы заметили, у нас поменялась климатическая зона. Вот елочки, ели, тут кустики, деревья. Час назад были перекати поля, кактусы и сопки песков. Что поменялось? Горы. Я только что переехал горы из Аризоны в Нью-Мексико. И природа совершенно другая здесь. Запах просто ошеломляющий, приятный. Температура упала, очень приятно сейчас. Даже уже не знаю сколько, но хорошо. Как будто в другой мир попал. И все это поменялось, как только я перешел через перевал. Как вы видели, этот красивейший перевал. 2 километра троп вниз, потом 2 километра подъем следующей горы. И все это через серпантины. И вот, и перешел через перевал совершенно в другой мир. Мир елей, по которому я соскучился. Вот, опять открываются красивые виды. Сейчас мы пристанем. Очень ветрено стало, и только что была гроза большая, но я ее объехал. Нужно было гнать сильно, чтобы она меня не застала, но вроде теперь она позади. Сейчас я въезжаю в Нью-Мексико. Сегодня за рулем с 8 утра, сейчас уже часов 6 еду. Устал как пес. Думаю, сегодня чуть пораньше закончу, может быть, даже где-то в гостинице. Душ возьму и по-человечески немножко отдохну, посплю. Но не уверен. Ближайший город — это Албакерки. Бандитский город, люблю его, был много раз. Если до него доеду сегодня, обязательно сниму вечернюю жизнь там. Там пипец, что творится каждый вечер. Город живой.
Но я не думаю, что сегодня до него доеду, но завтра там точно буду. Через него буду проезжать. Вот такие апдейты. Пока еще еду на campground, который себе обозначил чуть раньше. К ней еще где-то 1,5 часа езды. Посмотрю, какая погода, посмотрю, какой я. Если я убитый, буду искать гостиницу. Если еще сила и дух есть, то останусь. В гостинице сегодня я уже просто никакой. А где я нахожусь, хрен знает где. Даже не знаю название города. Не доезжая до Албакерки где-то. Ближайший город Спрингвилл или Спрингсон. Что-то такое. Вон там дождик, который я успел объехать. Сейчас покажу вам комнату. Я думаю, все по-божески. Только что снял. Туалет есть вроде. О, да, это я. Туалет, ванна. Вот так. Сегодня буду отдыхать. Хорошо, когда есть все инструменты. Сейчас будем чинить зеркало. Нужна вторая рука, так что вы уже поняли, как это будет сделано. Но это будет сделано. Немножко оказалось свободного времени и решил починить канистру тоже. Как вы видите, я ее неплохо поцарапал и даже пробил во время падения в Мексике. И сейчас попробуем ее излечить. Сначала воспользуемся ножом. Слава богу, спасибо Валерке, подарил хороший ножик. Очистим. И Cold Weld, это такая эпоксидка. Воспользуемся им и заделаем раны нашего мотоцикла. Ну вот, выглядит как новый. Теперь можно дальше ехать и не бояться, что у меня вода где-то прольется.